Сегодня 23 октября 2020 года, трейдеры. Не готовлюсь к атаке, у меня уже был один шорт здесь. TCSL, тренд-фильтр красный. Первую часть позиции я взял здесь, вторую прямо на этих лоу. И сейчас готовлюсь снова зайти на sell. На этот раз в реальном времени. И здесь мы видим мой ключевой уровень S1. Это уровень Range Trader. Range Trader, если аббревиатура кажется странно незнакомой, это уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе диапазона текущего дня. И вот мы видим S1, S, S2 – это уровни поддержки на основе диапазона. И мы видим, как рынок подходил здесь, отбился, пробил, вернулся, дошел до S2, стрелочный, отбился и сейчас пришел к S1. И здесь же у меня прямоугольник красного цвета, это предыдущая зона сопротивления с M5. То есть мы видим кластер из уровней, так что готовлюсь к продаже. Посмотрим, будет ли у меня шанс нажать кнопку Sell. Сигналов на самом деле было больше, но так как я вот здесь продал, прямо на макушке, как раз у нас есть еще один шорт-сигнал. Вот здесь был еще сигнал здесь на Sell, мы видим черный бар, тренд-фильтр красный. Да, все идеально, но здесь нельзя продавать. Потому что я в позиции уже был на тот момент. Так что посмотрим. Да, хорошие шансы здесь заработать еще немного. Мы видим, что рынок уже существенно прошел. Но посмотрите на все мои сигналы на коррекции. Посмотрите сюда. Базовые трейды на коррекции. Пробой уровня, sell сигнал. Пробой уровня, коррекция, sell сигнал. Пробой уровня, коррекция, ротация, sell сигнал. Пробой уровня, коррекция, стрелочный. Правый уровня и первая у нас такая более масштабная, да, коррекция еще с V-образной, да, такой формой мы видим. Посмотрим, что будет происходить. В общем, ждем золота и ждем золота. Что нам еще остается с вами делать? Больше ничего. Можно взять скальп вот здесь, на ретесте уровня поддержки. Первую часть, предыдущая важная структура. Да. Мы видим, что рынок, когда возвращался, вот здесь, посмотрите сюда, это очень важно. Вот здесь рынок вернулся, протестировал, отбился, но дальше дело не пошло. Бум, прошили. Поэтому вот это место неплохое для закрытия части позиции. Да, потому что весь свой менеджмент управления сделками я основываю на уровнях. Да, уровни предыдущей структуры, зоны и так далее. Это не значит, что нельзя по-другому действовать, можно, да, но для меня этот способ самый комфортный, потому что я таким образом принимаю логичные решения возле тех зон, где уже были реакции. Да, есть эта зона поддержки, потом мы ее пробили, вернулись как сопротивление, попытались отбиться, не смогли, ушли к следующей. И если сейчас рынок видит эту зону, то первая остановка будет в районе 1898 за тройскую унцию, плюс-минус. Да? Соответственно, если рынок придет сюда, я возьму скальп на там, 19 пунктов плюс-минус. Да? И дальше вторая часть позиции у меня останется. И если вдруг будет снижение дальнейшее, я заработаю. Нет, ну выйду там по нулям, может быть, по этой сделке. Да? Хотя я сегодня уже сделал суммарно более сотни пунктов только по золоту. Но я только золото и торговал. Вот как раз мы подходим и готовимся брать небольшой скальп по золоту. Да. Берем скальп по золоту. Мгновенно берем деньги. Да, и вот сейчас мы тестируем ту самую нашу зону. Я могу взять свой стоп, а хотя он уже начал движение, видите, трейлинг стоп стал работать. То есть мой стоп уже сокращается и составляет 20 пунктов. То есть получается, я взял 20 и рискую 20, плюс-минус. То же самое, что у меня было сегодня здесь. Да, вот сначала здесь был sell, я продал, взял первый тейк здесь, хотя мой изначальный тейк был ниже, но здесь структура S1 зона. Потом я продал здесь, взял здесь, о, рынок прошел, можно было еще заработать. Так вопрос, где ты принимаешь свое решение. Если я здесь продаю и ничего не делаю, то я еще какое-то время, ну, минут 20-30 точно сижу, жду, что будет происходить.
А моя задача, когда я вхожу в сделку, брать быстро первый скальп. Я знаю, что все мои лучшие сделки обладают таким функционалом. То есть зашел, быстрое движение, потом пауза. Сигнал sell, быстрое движение. Сигнал на sell, быстрое движение. То есть в хорошем рынке обычно нет такого, что ты зашел и сидишь, ждешь. Обычно первое движение случается, да, потом может быть пауза. Понятно, да? Вот сейчас посмотрите, мы тестим нашу зону и тут же реагируем на нее. Смотрите, как мой стоп сократился. То есть я уже рискую сколько? 15 пунктов. То есть я уже сделал деньги в любом случае, даже небольшие здесь. Я не знаю, среагирует рынок, нет. А что, если среагирует? А? Если цена пойдет дальше вниз, отлично. У меня есть предыдущая поддержка. Это в районе 1893. Это лоу сегодняшней сессии, минимум. Класс. Вот таким образом, трейдеры. Вот таким образом мы можем принимать быстрые решения. И еще раз, иногда будет так, что ты зашел, здесь продал, здесь взял небольшой профит, а он еще пошел дальше. Такой может быть легко. Но в то же время может быть так, что ты здесь взял, а потом бум, и ты чувствуешь себя просто гением. Поэтому не надо куда-то сильно, в какую-то сильно сторону уходить, что как-то точно должно быть, как-то конкретно должно быть. Да, то есть ты не знаешь, что сделает рынок, но я знаю, что рынку свойственно реагировать на мои ключевые уровни, на мои сигналы. Или, если я, допустим, ведь мы можем использовать сигналы не только как вход, но и как выход из позиции. Вот, например, здесь sell сигнал, я жду первый стрелочный buy, здесь закрываю. Например, такое возможно? Да. Не обязательно здесь открывать buy. Да. Я здесь продал, на стрелке вышел, после стрелки. Я здесь продал, на стрелке вышел. Чем не способ выходить своевременно из позиции? Иногда это будет так круто работать, что глаза на лоб вылезут, а иногда это будет вообще неэффективно. То есть у каждого метода выхода из позиции, а их существует огромное множество. Некоторые знают методы из позиции только там тейк поставил и все, и ждешь, да? Есть способ выхода от уровня, есть способ выхода по обратному сигналу, есть способ выхода по волатильности, есть способ выхода по соотношению. Их огромное множество. Да? И я знаю, что, например, способ выхода по моим сигналам, вот этим, да, которые встречные, скажем так, да, вот если здесь продал, вот он встречный на buy против, да, то это хорошее место выход из позиции, выход из позиции на sell, выход из позиции на sell, выход из позиции на sell. Да? Чем не вариант. То же самое сейчас, у меня есть PB buy сигнал, но у меня тренд-фильтр красный, да. То есть если здесь buy сигнал и тренд-фильтр зеленый, я выйду из позиции сразу, да, из оставшейся части. Вот таким образом. И можем взять это, смоделировать, посмотреть, какое это влияние оказывало на наш результат. Да? То есть, что если я буду выходить, например, да, каждый раз, как на коррекциях, да, то есть после, точнее, я зашел на коррекции, а выхожу после снижения. Вот, например, вчерашний наш трейд с трейдерами. Да, я продал вот здесь на sell, кто-то вошел на PB sell, примерно одна и та же точка. Я вышел всем объемом где-то вот здесь, плюс-минус в этом диапазоне, это на онлайн торговле было. Но я могу этого не делать, ждать стрелочный выходить. Да? Или если я здесь продал, допустим, первый стрелочный сразу, что мне тогда делать? Понимаете, да? Но это немножко такой неправильный пример, на самом деле это гибридная форма. То есть, видите, здесь черный бар на минимуме. Обычно, когда мы торгуем на коррекции, все-таки мы подразумеваем какое-то восстановление, да, потом сигнал. То есть, как вот здесь, допустим. Здесь правильный, это такая нестандартная форма сигнала. Да. Понимаете, да? Вот, например, здесь PB sell, sell сигнал, вышел по стрелке. PB sell, вышел по стрелке. Золото, двойная вершина у нас. Да, но это ничего мне не дает, ни холодно, ни жарко от этого. От двойной вершины. NASDAQ. Представляете, что делать NASDAQ трейдеры возле моих уровней range? Еще раз. S – это предыдущая поддержка, которая становится сопротивлением. R – предыдущее ключевое сопротивление дня. S1 – следующая зона. Если S пробили, куда придут? Скорее всего, к S1. Пробиваем S. Идем на S1 стрелочный. Отбиваемся, идем к S. Отбиваемся, идем к S1, тестим S. И сейчас куда идем? Куда идем? К S1. Это не всегда так, чаще да, чем нет, но тем не менее.
И вот здесь, допустим, да, вот он PBSL на открытии торгов. Мой сигнал еще раньше стрелочный, чуть выше. Да. Если здесь стрелочный, я выхожу. Тоже неплохие входы. Если я здесь торгую, вот, например, еще один вариант, как можно выходить из позиции. Вот, например, здесь ротация бара, черный бар селишь, даже на поддержке, но агрессивно. Против нее стрелочный, вышел. То есть можно использовать сигналы, которые ты торгуешь, допустим, по тренду, если они появляются против твоей позиции, то есть против тренда, то почему бы не страховаться? Почему бы не выходить, ведь они тоже могут отрабатывать, и как вы видите, это очень надежно в комбинации с другими сигналами, а не просто так один сигнал. Но еще раз, будут ситуации, когда ты выходишь, и там прет страшно в сильном тренде. Здесь нужно тоже соблюдать правила некие, да? А у нас есть ретест, да, уровень. Смотрите, как цена протестировала мой уровень со старшего таймфрейма. Смотрите, тикнула опять. Смотрите, как рынки реагируют на уровни. Протестили вот этот уровень, отбились, пришли к этому уровню. То есть типичное поведение цены вокруг ключевых уровней. Это не в 100% так, но чаще да, чем нет. Сегодня видите, что я преимущественно сам работаю у графика без роботов. Да, и сейчас мы настраиваем их правильно. Да, со следующей недели будут ролики на канале, где вы будете видеть, как робот торгует. Будем много разбирать их статистику, цифры. У меня есть на странице, точнее, есть страница на моем канале, алготрейдинг называется. Вот я ее потихоньку буду пополнять информацией. Но есть один момент, я уже говорил, это только для наших трейдеров, только для участников сообщества роботы, ну, потому что нужно понимать концепцию, как работает тот или иной сигнал. Ну и это не будет доступно массово. Потому что меня спрашивают: Аркадий, где взять роботы? Или некоторые, знаете, пишут: а где скачать роботы? Ты их еще не успел сделать, а где его скачать можно? Ну, не знаю, может, что-то где-то можно скачать, но точно не роботы. Скачать. Так. Ждем. Кстати, золото. Обычно, говорит, быкует, да, а когда падает, как медвежит. Здесь был сигнал на sell у нас по WTI, но что-то даже глаз мой не обратил на него внимания, ну и оставим в покое. Да? Нефть такой сейчас. Сегодня сонный инструмент, хотя до этого что творилось вчера? Что творилось вчера, позавчера? Ну, вчера ничего, ладно. Вчера ничего, а позавчера нормально так мы с трейдерами капитализировались. Был sell здесь, sell на продажу здесь был, и потом у меня шорт здесь TC sell, посмотрите, да, то, что сейчас по золоту мы торгуем. Один из топовых сигналов, но при определенных условиях, не всегда. Не всегда. Посмотрите, что делает мой трейлинг стоп. Да, трейлинг стоп работает по волатильности. Посмотрим. У нас впереди поддержка. Может быть, еще мы немножко добавим профитов. Ну, уже точно добавим, но сколько неизвестно. Да, до этого был sell 30 тиков. Плюс 30, 0 по второй части. По второй части я вышел по трейлингу по нулям. Как сейчас. Да, вот если бы сейчас рынок пошел наверх, я бы вышел по нулям там, или с микролоссом по второй части. Здесь sell плюс 40. Да, и плюс 100. 140 плюс 30, 170 пунктов. 1700 пунктов. Да, если мы торгуем объем в один лот, $1700. И здесь еще, если мы селим здесь, а мы селили здесь, плюс 20, 190. И пока неизвестно сколько. Может быть, будет продолжение банкета. То есть уже можно говорить о том, что мы сделали 200 пунктов только по золоту, по квалифицированным сигналам на коротком отрезке. По интрадей. Да. Мы подходим к моей зоне поддержки S2. Можно взять деньги, да, сказать, я выйду здесь, либо дождаться TC buy и выйти из позиции, то, что я говорил. Возможно, это мы сейчас и сделаем с вами. Если будет TC buy против моей позиции. TC это стрелочный сигнал мой.
Да, это один из базовых сигналов, которые мы используем с трейдерами. Так что посмотрим, если у нас будет TC buy здесь, да, мы выйдем из позиции и прибавим еще 300 пунктов. Да, итого свыше 200 пунктов. Что не так плохо. Да? Еще раз, когда рынки волатильные, когда рынки структурные, ты будешь делать деньги, если ты знаешь, что ты делаешь. Когда рынки деструктивные, сложные, они бывают, твоя задача просто не терять много. Да? Ты, скорее всего, будешь либо в нуле, либо будут лоссы. Да? Но контролировать риски, потому что мы уходим из позиции. Мы контролируем риски с 3 составляющих. Это время. Именно время, вот я, допустим, здесь продал, сколько минут в сделке. Полчаса, 30 минут, да, 40 минут и так далее. Это влияет на результат. В плане максимального процента просадки, да, который доступен в течение дня, допустим, да, в течение дня, и максимальное количество сделок убыточных. То есть со всех сторон мы подходим, да, чтобы ограничить свои лоссы и ограничить свою активность в сложном пассивном рынке. Вот, например, мы видим сейчас WTI, очень сложный и пассивный рынок. Посмотрите, да, сигналы есть, да, они отрабатываются, но 7, 6, 5 тиков, то есть рынок не волатильный. Да, здесь можно торговать, но тогда и цели должны быть соответствующие. Ты не можешь поставить в узковолатильном рынке вот такую слоновую цель. Да? Точнее, можешь поставить, но, скорее всего, не дойдет. И, конечно, еще раз, я вот, наверное, миллиард раз говорил про это, да, и себе самому говорил, уровни, ключевые уровни, особенно свежие вот эти вот. Цена на них очень сильно реагирует. И наши свежие уровни — это те, которые построены со старшего таймфрейма, в данном случае с M5 у меня, и S, R. Это уровни range. Трейдер, интрадей уровни, вокруг которых чаще всего торгуется цена, на которую реагируется и так далее. Мы можем их включить на истории, посмотреть, да, но тем не менее, если вы участник сообщества, вы видите на своих графиках, как это происходит, как цена реагирует. Я не знаю, почему она реагирует на эти уровни, честно. Но что-то в этом есть, какой-то замысел, да, наверное, вселенский. Золото, посмотрите, да? Продолжает расти, и при этом мы почти дошли до S2. Взяли быстрый скальп на 30 тиков. Классный, да, классный сегодня день по золоту, если вы торгуете этот инструмент. Прям, ну, очень круто. И мы получаем лучшие точки входа и выхода из позиции, да, при таком стиле торговли. Не всегда, хочу отметить это, да, не всегда. Не всегда. Так, ну что, я, наверное, буду заканчивать потихоньку. Сегодня пятница, время уже 18 часов 30 минут по Москве. Если у вас какие-то есть вопросы, не стесняйтесь, пишите либо в комментариях, либо нам на почту info@thetrader.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы новенький. Буду стараться записывать ролики чаще. Ну и встретимся уже на будущей неделе. Всего доброго и до связи. Пока.